Лекция у нас 19-я. Мы уже так много лекций провели. Я сам удивляюсь, что мы продолжаем находить темы для обсуждения метрик, которые могут измерить программный код. Сегодня поговорим о комментариях. Мы долго говорили о строчках кода, о стейтментах, о их связывании, развязывании и так далее, но не говорили о, наверное, самом интересном, самом загадочном, самом мистической части программного кода — это комментариях. Это те места, в которых программисты самовыражаются, программисты сообщают друг другу какую-то ценную информацию, программисты между собой общаются и оставляют замечания для себя же самих на будущее. Посмотрим, что мы можем сказать о комментариях, как мы можем, глядя на комментарии в программном коде, оценить качество программного кода. О чем нам говорят комментарии, важны ли они, или их можно в большинстве случаев игнорировать и считать, что они просто не программный код, и поэтому никаким образом ничего не сообщают нам о том, какого же качества программный код и что мы можем сказать о программистах, которые этот код написали. Начнем издалека. Как обычно, постараемся дать некую историческую справку. 1974 год — это самое раннее, что я нашел, самая ранняя публикация, которая касается комментариев и упоминает комментарии. Известный автор Брайан Керниган, это его книга, даже это не книга, скорее это такая больше статья, скорее, чем книга, где выражена главная мысль, которую мы на протяжении сегодняшней лекции будем с разных сторон рассматривать. Лучшей документацией для программного кода является понятная структура этого кода. Это было очевидно еще 50 лет назад. Если ваш код написан красиво, то вам комментарии, скорее всего, будут не нужны. Однако, если у вас код все-таки имеет комментарии, которые как-то подсказывают или помогают понять структуру этого кода, то есть если ваш код не совсем clean, я так понимаю, из этой мысли мы можем вынести такой вывод, то эти комментарии, которые его подсвечивают, enlightening, они помогут. И дальше сказано, что всевозможные флоу-чарты и всевозможные описания того, что делает программа, это все будет иметь второстепенную ценность и, конечно, ничто не заменит понятного чистого кода. С этим стоит согласиться и стоит нам с вами договориться, что мы комментарии используем в том случае, когда наш программный код недостаточно хорош. То ли потому, что язык программирования недостаточно выразителен, то ли потому, что язык программирования сложный. Например, возьмите язык Perl, на котором у меня очень небольшой опыт программирования, но я столкнулся с массой сюрпризов в этом языке. Например, кто программировал на Perl, меня поймет. Например, в Perl для того, чтобы получить количество элементов в массиве, существует, по-моему, 5 разных способов. Как из массива, который у нас находится в переменной и имеет имя, мы можем получить количество элементов. 5 разных способов. Это, конечно, не совсем комфортную жизнь программисту создает, потому что если программист не знает всех 5 способов получения размера массива, то он, столкнувшись с одним из них, который он не знает, не будет понимать, что происходит в этой строке кода. И, наверное, ему нужен будет комментарий. И в этом комментарии мы скажем: в следующей строке кода мы получаем количество элементов из массива. Является ли такой комментарий по версии или по мнению Брайана Кернигана качественным комментарием? Помогает ли он понимать структуру кода? Является ли структура кода чистой, clean? Я сомневаюсь. Я думаю, что язык Perl не помогает нам писать чистый код, а помогает нам писать код достаточно запутанный. Код, в котором может разобраться только тот, кто его пишет, а не любой читатель. Если вы сравните язык Perl, например, с языком Java, то, конечно же, в Java для получения количества элементов из массива существует только один способ. Мы вызываем метод length, или если это массив, а если это список, то size, как-то так, и получаем цифру. Это все. А в Perl их 5, и, конечно, это совсем другая картина. То есть эти два языка, они
в общем, приспособлены, видимо, под разные задачи, и чистота кода в этих языках, она все-таки разная, даже если программист один и тот же, даже если программист и там старательный, организованный, дисциплинированный, он напишет код, который выглядит по-разному. Я сам написал некоторое количество Perl кода в прошлом году, примерно год назад. И когда я читаю этот код сейчас, у меня много вопросов возникает. Что же в этой строке написано? Что здесь происходит? При том, что это тот же программист, тот же я, который год назад писал этот код. Когда я читаю свой код на Java, у меня таких вопросов возникает значительно меньше. Я его понимаю легче, хотя и писал его много лет назад. С Perl ситуация другая. В общем, clean code, clean structure – это главное. Идем несколько дальше. Мне понравилась такая статья, где в 1978 году предложена мысль о том, что код является неким мостиком между доменами знаний. То есть у нас есть язык программирования, в котором мы знаем, как получить количество элементов из массива. И у нас есть предметная область или область задач, в котором нам нужно получить количество элементов в массиве. И вот нам нужно, чтобы программист, находясь во второй зоне знаний, то есть ожидая, что мы в этой строке или в этом блоке кода будем получать количество строк, количество элементов из массива, он бы сообразил, как же это технически реализовано. То есть техническая реализация этой задумки, она одна, а задумка, она другая. И комментарий может нам построить этот мостик. Посмотрите на пример, который из этой статьи мы можем увидеть. Здесь это код, вторая строка, а первая это комментарий. Я не знаю, какой это язык, Fortran, это Fortran. На Fortran написан, видимо, с буквы C, я не знаю Fortran, но с буквы C, видимо, начинается комментарий. Строка вторая очевидна для программиста на Fortran, наверное. Для более-менее профессионального программиста он понимает, что в этом случае переменная b сдвигается влево на 4 бита. Что там делает цифра двойка, я не знаю. Ну, наверное, видимо, она для чего-то нужна. Не суть важно. Ну вот я здесь как программист на не Fortran, я не до конца понимаю, что происходит. Комментарий мне этот мостик выстраивает. Я понимаю, что в этом случае что-то происходит, технически для чего-то эта строка используется, но не понимаю точно что. И мне этим комментарием соединяют две территории понятий. В одной территории я знаю, что должно быть сделано, в другой территории я знаю, как это сделано. И мы комментарием можем это соединить. То есть комментарий штука хорошая, наверное, если тот домен технический, в котором мы реализуем это и знаем как, он оставляет желать лучшего в плане понятности, в плане его очевидности. В старых языках, я думаю, что эта проблема была острее, чем в современных языках. В языке Fortran, в языках C, в языках Algol, в языках более древних, от которых мы уже во многом отказались, в том числе от языка C мы, конечно, не отказались, но мы вроде бы перешли на C++, но не все. Вы знаете, что ядро Linux написано на C, без всяких C++, они продолжают использовать этот язык. Но язык C, он все-таки значительно более выразительный, чем Fortran, и значительно более структурированный. В нем есть структуры. Это вложенность, это операторы ветвления, операторы вызова функций, группировка блоков кода в виде функций и так далее. Все это помогает понять, что же происходит. Мы вместо того, чтобы, например, этот конкретный оператор комментировать, мы можем его вынести в отдельную функцию и назвать ее shift something 4 bits left. Или, может быть, shift something n bits left. И дальше эту функцию вызывать. Таким образом, у нас имя функции станет комментарием. Имя функции станет описателем того, что внутри этой функции происходит. Может быть, это для кого-то покажется проблемой с перформансом, проблемой со скоростью, потому что вызов функции — это, наверное, операция более дорогая, чем просто использование одного стейтмента. Но современные компиляторы такие примитивные функции будут, что называется, инлайнить. То есть они не будут вызывать эту функцию через изменение instruction pointer, через изменение
точки выполнения программы, они, все, что в этой функции написано, они вставят в то место, где функция используется, и будет в реальности происходить все так, как написано на языке Fortran. То есть в данном месте выполнится данная операция. Но мы ее для читателя сделали более понятной. Для читателя мы суть этой проблемы текущей раскрыли через добавление функций. Запомните здесь идею моста. Мне она очень понравилась. Я думаю, что она отражает реальность. Идем дальше. Как шла человеческая мысль в области комментариев. Провели эксперимент и попытались выяснить, как наличие комментариев в программном коде помогает программисту понимать программы. В то время называли это understand. Чуть позже мы увидим, что появились статьи и появилась терминология, в которой стали понимание программы называть comprehend. То есть стали анализировать, как программисты могут comprehend программу. Не так примитивно understand, это вроде бы как немножко упрощенный термин, а comprehend, то есть глядя на программу, получать общее представление о том, что же эта программа делает. Но в 1981 году еще использовали термин understand, который и мы пока будем использовать. И оказалось в результате этого эксперимента, что программы, в которых есть комментарии, они программистам понятнее. И программисты после прочтения этих программ смогли отвечать на вопросы о том, что происходит в этих программах, легче, лучше, качественнее, точнее. Это говорит о том, что комментарии штука хорошая, с одной стороны. Но, как мы только что поговорили, они, конечно, не должны заменять чистый код, но и не просто не должны заменять, а и могут и мешать. И чуть дальше мы увидим, что были исследования, которые показали нам, что не так все красиво, не так все хорошо. Программисты вроде бы понимают программу лучше, но есть и отрицательные стороны у комментариев. И, может быть, нам стоит от них воздерживаться, вам, как программистам. Но тем не менее, исследования провели, показали, программисты лучше понимают, это здорово, давайте писать комментарии. Следующий ресерч, мы о нем говорили в лекции, несколько лекций назад, об этой статье, где мы тогда обсуждали Maintainability Index и обсуждали эту статью, где было предложено ряд метрик для оценки maintainability программного кода. И в этой статье вроде бы, так я понимаю, и так мой очень короткий анализ ситуации говорит, было предложен впервые индекс или ratio, или показатель плотности комментариев. Они тогда его назвали intramodule commenting. То есть это количество строк с комментариями, разделенное на общее число строк в модуле. Ну и усредненное по всем модулям. Вот впервые в 1992 году решили предложить такой индекс, который мы поставили в название нашей лекции. Называем его comments density, то есть плотность комментариев. Метрика, я думаю, очевидная. Берем все строчки, у нас их 1000, считаем строки, которые являются строчками комментариев. Что делать с хвостовыми комментариями или inline комментариями, я не могу сказать, в этой статье ничего не говорится. И вы понимаете, о чем идет речь. Если я, допустим, пишу a равняется 5, а потом я пишу вот так, и здесь пишу какой-нибудь текст, то этот текст, он идет в зачет этой метрики или не идет. Нам наука на тот момент ничего об этом не говорила. И, по-моему, и на текущий момент как-то на этот счет я не нашел какой-то строгости. Что же делать с этим комментарием? Это все-таки строка с комментарием или это строка без комментария? И второй вопрос, который мне не дает покоя, это что делать с так называемыми лицензиями, которые присутствуют в программном коде, особенно в open source коде, очень часто в начале каждого файла. Вы наверняка это видели, когда структура файла, здесь у нас код, один метод, второй метод, третий метод, а здесь большой блок, в котором рассказано, что это MIT лицензия.
Там может быть в этом блоке лицензия, там может быть в этом блоке информация о авторе кода, информация о времени его создания, информация о том, может быть, для чего этот файл. Но если он для чего-то, то я бы эту информацию не считал лицензией. Это я имею в виду файлы, имею в виду точнее блоки текста вверху, которые повторяются из файла в файл и являются одним и тем же текстом на протяжении всего проекта. Во всех файлах мы видим один и тот же текст. Я сам вставляю такой текст, и мне кажется, это хорошей практикой, когда у файла есть такой заголовок, такой license, который стоит в самом начале файла. Некоторые считают, что это некий пережиток прошлого, и в современном коде мы все реже это используем. Почему? Потому что у нас появилась система Git, у нас появилась система контроля версий, очень мощная, хотя они были и раньше, но сейчас у нас есть GitHub, Git, и всегда у репозитория или у кода есть какая-то точка входа, точка, в которой мы можем посмотреть целиком. То есть мы не распространяем больше файлы на дискетах, мы больше не отсылаем файлы по email, мы больше не распечатываем файлы на принтере, как это делалось 40 лет назад. Мы их отправляем обычно целиком как проект, а скорее всего даем ссылку на GitHub или на GitLab или на любой другой репозиторий, где читатель открывает файл, но он знает, где этот файл находится. Он знает, что этот файл лежит в этом репозитории, и он может посмотреть лицензию к этому файлу, потому что она лежит где-то рядом в отдельном файле. 40 лет назад это было не так. В то время каждый файл это был отдельный артефакт, и не всегда он был привязан к репозиторию. Иногда можно было просто взять файл из репозитория, отправить его по email, и автор, точнее получатель, видит то, что он видит. Он не знает, откуда этот файл был extracted, где его взяли, где его нашли. И, конечно, потеря этой информации в те времена, она приводила к потере авторства у файла. Если вам присылают просто файл на языке Fortran, и в этом файле вы видите только код, то вы скопируете этот код куда-то себе, и трудно будет вас потом обвинить в том, что вы что-то нарушили, какую-то лицензию, вы взяли чужой код, вы не знаете, чей это был код, вас об этом не проинформировали, это просто был код на языке Fortran. Вы взяли из него из середины 100 строк, скопировали его себе, используете. Завтра к вам приходит автор и говорит: так это же мой код, я его писал, ну где об этом сказано? В каком месте я должен был об этом прочитать? Поэтому люди добавляли эти лицензионные соглашения, эти лицензии, в которых было написано, кто автор кода. Я продолжаю так делать. Но мне кажется, не потому, что я ретроград и мне хочется делать как в прошлом. А мне кажется, что все-таки это какая-то некая дисциплина, которая точно не мешает. И когда я открываю исходный код, в котором нет вверху этой лицензии, то он для меня выглядит немножко голым и потерянным, и, может быть, таким забытым автором. То есть автору не важно, что это его код, автору все равно, что будет дальше с этим кодом. Автор не очень-то, может быть, и гордится этим кодом. Эти все сообщения ко мне приходят, если я вижу код без лицензий. Вам моя рекомендация использовать такие лицензии в начале каждого файла. Их можно найти в интернете, готовые MIT лицензии, GPL лицензии, самые разные open source и не open source лицензии, и добавлять их прямо в файл. Даже если вы разрабатываете proprietary код, даже если вы разрабатываете код, который никогда не попадет в открытое пользование, он никогда не будет open source. Все равно напишите такую лицензию, напишите в ней, что это не open source, что это код не для распространения, не для копирования, вы запрещаете его использовать и так далее. Напишите там также, что вы не несете ответственности за использование этого кода как-то не по назначению, что вы не берете на себя никакие обязательства по возмещению ущерба, если этот код где-то будет использован и так далее. Вы можете это где-то скопировать, найти и использовать в вашем коде. Он станет выглядеть, на мой взгляд, более профессионально, более качественно. Вернемся к вопросу о комментариях. Что делать с этим кодом при расчете количества строк кода на модуль? Допустим, у меня в программе 10 тысяч строк кода, из них условно 4000 строк кода это комментарии, но из этих 4000, если у меня, допустим, 200 файлов, и в каждом файле здесь по 10 строк, то 2000 строк у меня здесь, в этих 4, это лицензии.
Это не текст, которым я объяснял свой код, а это лицензии, которые я просто продекорировал, проиллюстрировал каждый файл. Я, к сожалению, в исследованиях, которые дальше мы будем рассматривать, не находил механизмов по вычленению этих таких лицензий из файлов и не учитыванию их в расчетах. Обычно просто считаются строчки кода. Ну, мы тоже так будем продолжать делать, хотя можно было бы и поискать, сколько же реальных комментариев внутри кода, а сколько этих лицензий. Ну, в общем, в 1992 году метрика была предложена, названия пока еще не было, она тогда не называлась Comments Density, она называлась Intramodule Commenting. Пусть пока будет так. Дальше интересная статья, которую я бы вам рекомендовал прочитать. Она называется Software Aging. Очень известный автор Дэвид Парнас. В очень резкой форме, статья очень резкая, и поэтому ее интересно читать. Рассказал о том, как у нас все плохо в программировании. Рассказал о том, какой некачественный код мы пишем, как он деградирует, как программисты теряют контроль за кодом, почему это происходит, как мы сами создаем себе проблемы в программировании. Статья очень сильная, очень резкая, она была опубликована как вступительная открывающая статья на конференции, или может быть не открывающая, но она не полноценная research paper, а буквально там 3 странички, которые стоит прочитать. 94 год. Смотрите, что он говорит. Он говорит, что документация, которую мы пишем, она выглядит, для авторов, то, что выглядит, вы читаете текст, то, что выглядит clear и адекватно для авторов документации и комментариев, это все в одну корзину можно сложить. Она as clear as mud, переведите это сами, будет выглядеть для программиста, который придет в этот код 6 месяцев или 6 лет позже. Для этого программиста эта документация будет выглядеть совсем по-другому. И это общая тенденция. То есть пока мы пишем документацию, нам кажется, что у нас все хорошо. Нам кажется, что мы создаем что-то ценное, понятное, объясняющее наш продукт. Но программисты, которые приходят позже, они смотрят на это совершенно по-другому. И отсюда вывод. В том числе и Дэвид Парнас делает, и многие другие авторы. Вывод заключается в том, что документацию можно или нужно исключать из программных продуктов. Писать ее поменьше. Потому что ключевое слово often, то есть часто это происходит. Потому что часто, а может быть даже always, а может быть даже всегда или почти всегда, эта документация может вредить. Больше вредить, чем помогать. Почему? Тоже обсудим немножко позже, но тогда такая мысль, резкий такой негативный посыл в сторону документации был изложен. Еще одна статья, из нее цитату решил сделать, мы так идем в хронологическом порядке, 96-й год. Всю статью неинтересно рассматривать, я из нее не нашел чего-то такого ценного, что я бы мог вам как общий вывод предложить. Но мне понравилась такой скриншот, в котором видно, что авторы статьи относят количество строк кода к maintainability. То есть им кажется, что investment в maintainability, инвестиция в maintainability, это в том числе количество строк кода. Только что нам сказал Дэвид Парнас, что документация, она очень скоро превратится в то, что никто не сможет прочитать. А эти авторы считают, что наоборот, каждую строчку документации, которую мы пишем, мы инвестируем в maintainability. Вот кому из них верить? Какую позицию нам занять? Мне кажется, что эта позиция, она опасная. То есть, безусловно, документация, если она написана качественно, если она с душой, если она поддерживается, то есть переписывается по мере эволюционирования кода, то, наверное, она действительно инвестиции в maintainability. Но я бы сказал, что все-таки инвестиция в maintainability – это количество строк комментариев, которые мы, может быть, даже удалили или не написали. То есть, если у нас
есть строки кода и рядом с ними идут комментарии, то это говорит о том, что в этих строках кода есть дефекты, есть непонятные места, которые нам необходимо объяснять. И, безусловно, мы сделали такую краткосрочную инвестицию в maintainability. Мы объяснили, что же там в этом коде. Но этим мы в долгосрочной перспективе мы, наверное, только навредили этому коду, потому что его уже исправлять не будут. Он уже документирован, в нем уже вроде бы все хорошо, потому что объяснение же есть. Сверху же написано, что он делает, поэтому то, что там непонятный алгоритм, ну это допустимо. Если бы еще и документации к нему не было, этих комментариев в начале, то, наверное, было бы понятно, что нам необходимо что-то делать с целью улучшения кода. Но если уже задокументировали, уже инвестировали что-то в maintainability, давайте уже на этом остановимся. Я думаю, что это неправильный взгляд на ситуацию, и нужно понимать, что это скорее технический долг, чем инвестиция. Комментарии к программному коду — это мы, как обсуждали на несколько лекций назад, вы помните, одалживаем у будущих поколений их качество. Каждый раз, когда мы оставляем такие комментарии в коде, когда мы комментируем то, что там написано, мы таким образом говорим будущим программистам: потерпите, мы когда-нибудь здесь ситуацию улучшим, когда-нибудь мы код исправим и уберем эти комментарии. И вам станет все понятно без комментариев. То есть очень часто мы пишем в комментариях: здесь пока непонятно, но в перспективе мы должны это сделать рефакторинг, и здесь станет понятно, потерпите. То есть мы просим будущее поколение программистов потерпеть, пока мы не соберемся с силами и не исправим то, что там написано. Так что с этой статьей я скорее не соглашусь, чем соглашусь. Ну и теперь наш любимый автор. Я думаю, все знают его и все читают. Мартин Фаулер. Цитата из его книги, которая касается рефакторинга. Вообще, если взять любого автора, классического автора, который писал о software engineering, в книге всегда будет что-то о комментариях. Никто не обошел эту тему. Я вам несколько цитат покажу, которые касаются комментариев. Те книги, которые я здесь цитирую, этих авторов, вы их обязательно должны прочитать. Там не только о комментариях речь, там рассказывается вообще о том, как нужно относиться к разработке ПО. И каждый программист обязан это как Библию прочитать, это как основы. В том числе эта книга, она, конечно, является основой. Он говорит здесь так: мы, конечно, не должны считать, что люди не должны писать комментарии. Но, и он говорит, что это не bad smell. Есть там такая терминология, наверное, вы слышали, code smell. Это когда код пахнет. То есть это некое такое фольклорное представление технического долга. Это тот самый технический долг, который мы там оставили, который мы исправим в будущем, наверное. Но пока он там. Мы, может быть, его задокументировали, может быть, мы его не задокументировали, но мы сделали какую-то имплементацию не идеально. И называем это код смелом. То есть в этом месте код мог бы пахнуть лучше. Такая терминология была предложена достаточно давно. Но вот он говорит, что комментарий — это не bad smell. Это не значит, что код плохо пахнет. Это sweet smell. То есть это значит, что код пах плохо, как вот я вам только что в примере сказал. Какой-то код был написан, не идеальный алгоритм, а мы его сверху подушили дезодорантом. И он стал пахнуть вроде бы лучше. К нему добавились комментарии сверху. Вроде бы стало понятнее, что он делает. Но это все-таки дезодорант, который ложится сверху на тот запах, от которого мы бы хотели избавиться в идеале. И, конечно, в конце, если мы посмотрим на комментарии, то они там присутствуют because the code is bad. То есть основной причиной появления комментариев, как я до этого вам сказал, и Мартин Фаулер говорит то же самое, это, конечно, отсутствие качества. Код некачественный, мы его сверху комментируем. То есть думайте об этом. Если вы комментируете, значит у вас какие-то проблемы. Это не значит, что вы не должны комментировать. Это не значит, что если плохо пахнет, мы не должны попытаться хоть что-то сделать. Но когда вы эти комментарии добавляете, вы оставляете технический долг. Вы этот комментарий оставив, должны понимать, что завтра вы должны к нему вернуться и все-таки убрать источник проблемы, убрать плохой запах, а не продолжать документировать и брызгать дезодорантом на то, что требует лечения. Еще один
важный для ознакомления автор Эндрю Хант, его известная книга «Pragmatic Programmer», в котором тоже комментарий о комментариях, о том, что нам делать с кодом. Он говорит, программистов учат, вот такой старт, что хороший код имеет большое количество комментариев. Это, конечно, вредно, если вас так учат, если вам так говорили, если у вас есть такое ожидание, ощущение, это неверно. И он дальше критикует это и говорит, что нас, программистов, не учат тому, никогда не учат о том, что почему коду нужны комментарии. Это то, для чего сегодняшняя лекция. Мы обсуждаем, что комментарии нужны коду, потому что код плохой, потому что он плохо пахнет. И он дальше говорит, что комментарии для high-level explanations, они, наверное, хороши. High-level explanation — это, допустим, у вас есть комментарий к классу. Вот у вас есть большой Java класс на 300 строк, и зачем этот класс нужен? Было бы здорово рассказать в начальном комментарии, которым вы начинаете сам класс. Расскажите там, зачем он нужен, как его использовать, может быть, приведите примеры использования, дайте ссылки на, может быть, интернет-статьи, в которых можно найти причины появления этого класса. Расскажите, как этот класс связан с другими классами в проекте. То есть дайте вводную такую документацию или вводный introduction задач, которые вы решаете этим классом. Это будет полезно. Это называется high-level documentation или high-level explanation. А вот low-level комментарий, которыми мы комментируем код уже внутри класса, где мы рассказываем, почему этот алгоритм так работает, почему мы здесь переменную назвали так, а не иначе, почему мы сдвигаем на 4 бита эту переменную влево, а не вправо. Это все low-level комментарии. И здесь он говорит, что такие комментарии, они inevitably become out of date. Это причина, о которой мы еще не говорили, но она, наверное, самая главное в этих low-level комментариях. Комментарии начинают расходиться с кодом. Они начинают обманывать программиста. Дальше немного будут цитаты на эту тему, где прямо люди говорят, что комментарии врут. Комментарий, который был написан 3 месяца назад кем-то, над кодом, который мы сейчас редактируем, это, скорее всего, комментарий, который нас обманывает. Не потому, что программист нас хотел обмануть, а потому, что мы просто разошлись в версиях с этим комментарием. И зачастую программисты не апдейтят комментарий, не редактируют то, что было написано над кодом. Они просто меняют сам код, код начинает работать, а комментарии они не удаляют из уважения к авторам комментария. Особенно если комментарий большой по размеру. Кто-то его написал, наверное, там какую-то мысль умную высказал. Давайте ее не трогать. Нам лень, нам неприятно чужой комментарий удалять, нам кажется это неэтично. И нам просто непонятно иногда, что там написано. Почему он так описал этот код, почему там сказано одно, а в самом алгоритме мы видим, что реализуется совершенно другое. Поэтому мы просто оставляем этот комментарий, закрываем на это глаза, и главное, чтобы работал. В итоге мы получаем комментарии, которые out of date. И, соответственно, мы с этими комментариями уже имеем больше проблем, чем пользы. Они становятся untrustworthy. Им невозможно доверять. Доверие к ним теряется. И эти untrustworthy комментарии, они хуже, чем no comments at all. Ну, тут, наверное, объяснять не нужно почему. Потому что программист, читая комментарий, он не понимает, кому верить. То ли комментарию, который сказал, что мы здесь сортируем массив, то ли коду, в котором видно, что массив не сортируется, а просто печатается на экран элемент за элементом. Так все-таки мы сортируем его или мы его просто печатаем? То ли это ошибка в коде, и нужно сделать так, как написано в комментарии, то ли это ошибка в комментариях, и нужно сделать так, как написано в коде, то есть поменять комментарий, удалить его и так далее. Каждый раз задавать себе вопрос программист не будет, он просто будет раздражаться и не получать удовольствия от программирования, от работы с вашим кодом. То есть high-level комментарий хорошо, low-level комментарий плохо. К этому выводу люди стали приходить уже ближе к новейшему времени. Немного исследований
Мы продолжаем идти в хронологическом порядке. Люди озабочены проблемой комментариев. Здесь вывод, который противоречит тому, что сказано было до этого, и давайте его разберем. Они провели исследование и посмотрели, какие же комментарии помогают. Статья называется Do Class Comments Aid Java Program Understanding? То есть помогают ли Class Comments? Вы понимаете, что такое Class Comments? Это те самые комментарии, которые находятся вверху над классом. Помогают ли они понять читателю, что делает этот класс? Оказывается, в результате проведенных исследований, low-level, что метод comments, то есть комментарии, которые стоят над методом и описывают, что делает каждый метод, они повышают low-level program understanding. А класс комментарии не повышают high-level understanding. Вроде бы рекомендация такая: не пишите класс-level комменты, потому что, давайте попытаемся интерпретировать этот вывод, их результаты их исследований, и посмотрим, согласны ли мы с этим или нет. Первое, я думаю, что речь идет о low-level understanding, то есть о понимании алгоритмов работы в программе. Если нас интересуют вопросы того, как работает класс внутри и как именно в нем реализованы те или иные алгоритмы, то, наверное, комментарий сверху над классом нам в этом low-level understanding не поможет, действительно. И, конечно же, мы будем искать комментарии, которые находятся перед методом. Я думаю, что эти комментарии, которые перед методами находятся, они тоже полезны. Я бы их тоже использовал. Я категорически против комментариев внутри методов. Если вы пишете код внутри метода, и там вам приходится комментировать, что же вы здесь делаете, как работает ваш алгоритм, то это однозначно, в моем понимании, однозначно говорит плохо о вашем коде. Если же вы над методом пишете, что этот метод делает и как работает алгоритм внутри него, то это хорошо. Я думаю, что это вещь полезная, хотя опасная, потому что мы перед этим читали этот ваш комментарий, он может устареть. И вы же этот метод можете переделать в перспективе, и ваш комментарий устареет. То есть, конечно, в идеале было бы так, чтобы метод был коротким, чтобы в нем внутри было 5-10 строк, чтобы в нем имя его было очень понятным, чтобы класс, в котором он находится, был тоже очень понятно назван. И чтобы все это было настолько понятно и настолько очевидно, что нам бы из метода не нужно было бы искать к нему документацию. Нам бы суть метода, его семантика была понятна просто от одного взгляда на то, где он находится, в каком классе, и то, как он называется, и какие параметры принимает, и какие результаты возвращает. Это, конечно, идеальный мир, но он близок к утопии, и мы его видим, наверное, редко. И здесь вот авторы говорят, что комментируя класс, вы мало чем поможете. Или, может быть, не мало чем, но вы больше поможете, если будете комментировать методы. Думаю, что можно согласиться, если сравнивать, класс комментарий и метод комментарий, то, наверное, комментарии к методам, они все-таки помогут в low-level understanding. Но в понимании того, как организована программа, и как классы между собой взаимодействуют, и для чего они созданы, и как строить композицию классов между собой, как программу склеивать из элементов, в этом, я думаю, в таком high-level understanding, не в low-level, а в high-level understanding нам помогут все-таки комментарии к классам. То есть я бы шел так, сначала бы думал о том, есть ли у меня комментарии ко всем классам, понятны ли у меня классы программистам, для чего они и что они делают, а потом уже в каждом классе смотрел комментарий. И мы на прошлой лекции, когда мы обсуждали defects density, когда мы обсуждали дефекты, которые люди репортят, я вам говорил, что отсутствие документации в коде — это тоже дефект. Если вы смотрите на класс, и в этом классе нет класс документации, то есть вы не видите комментарии сверху класса, который бы рассказывал о том, для чего это класс, это прямая дорога к баг-репорту. Вы можете вполне в проекте создать баг и сказать, что так не годится, мне необходимо иметь документацию к этому классу и понимать, что он делает. То же самое к методу. Если вы видите методы, в нем нет метод Java Doc блока или Rust Doc блока или Ruby Doc блока или как там в Python это называется, то вы вполне можете сделать репорт на эту тему. Еще один наш любимый автор, Стив МакКоннелл, в его шикарной книге Code Complete, которую тоже вам необходимо прочитать. И тоже, как я вам говорил,
касается темы комментариев и говорит что-то примерно то, что мы слышали до этого. Он говорит, что лучшим контрибьютором в документацию является не комментарий, а хороший стиль программирования. Комментарий легко написать плохо, и комментирование может быть более damaging than helpful. Если мы в начале нашей лекции видели мысли авторов в 70-х, 80-х годах о том, что комментарии это здорово, это хорошо, давайте смотреть, как много их написано, как много людей инвестировали в maintainability таким образом, то через 10-20 лет люди сообразили, что это вредит. Что наличие комментариев в коде это, наверное, признак проблем, а не признак качественного программирования. Если их там много, то, скорее всего, они сигнализируют о том, что у нас программинг стайл не идеальный. Здесь, конечно, в этой цитате нет связки в обратную сторону. Он не говорит здесь, что если у вас есть комментарий, значит, у вас плохой стиль программирования. Но он говорит о том, что комментарии это не панацея, это не решение, это не лекарство от проблем с качеством кода. Лекарство это повышать стиль программирования, улучшать его. Как его улучшать? Вводить системы автоматического контроля стилистики в программировании. Style-checking. Для любого языка программирования есть стайл-чекеры, которые в автоматическом режиме посмотрят на ваш код и скажут, где в нем сильные и слабые стороны, где у него не там пробел стоит, где вы не той формы скобку используете, где вы переменные назвали слишком коротко или слишком длинно, где вы лишнюю пустую строку поставили и так далее. То есть попытаются ваш стиль улучшить. И чем строже будет такой стайл-чекинг, тем вы будете иметь более качественный стиль программирования. А если у вас будет стиль программирования качественный, вы почувствуете, как вам комментарии станут не нужны. У нас даже, когда мы пишем на Java, у нас есть собственный механизм, собственный продукт kulis.com, можете посмотреть, это буква U. Это такой стайл-чекер для языка Java. И он запрещает вообще комментарии внутри тела метода. То есть он настолько строгий, что если вы его добавите к себе в Java проект, то он вам скажет, что у вас комментарии присутствуют внутри тела любого метода, и это недопустимо. Вам придется их просто удалять. И более того, он вам скажет, что если у вас к методу или к классу нет документации, то есть нет JavaDoc блока вверху класса и вверху метода, то это тоже ошибка. Вот то, что я на этой лекции вам рассказываю, он это все воплощает в жизнь. Он делает это все в автоматическом режиме. Внутри метода запрещены комментарии, а к методу и классу обязательно. Рекомендую попробовать посмотреть на вашем Java коде, если вы в Java пишете, посмотрите, что он вам скажет о том, как вы программируете. Еще интересный ресерч, в котором сказано, что мне он понравился, в нем сказано о том, что код и комментарии редко развиваются одновременно. Это интересный, на самом деле, интересная находка, интересный эмпирический стадий, которые люди провели на open source репозиториях и увидели, что когда программист коммитит свой код, то он его не комментит, то есть он его не комментирует. В тот момент, когда коммит приходится с кодом, то к этому коду комментарии не приходят. А комментарии приходят позже. То есть код мы комментируем потом, не сразу, когда его пишем, а потом. А дальше следующее предложение говорит о том, что большинство или практически все комментарии, изменения комментариев происходят тогда, когда меняется код. То есть что происходит в соответствии с этой статьей? Сначала мы коммитим код без комментариев, потом мы туда выкладываем комментарии, а когда мы меняем комментарии, мы там же меняем и код, который мы рядом с комментариями имеем. Ну, такая вот динамика. То есть программисты сначала комменты не пишут. Это значит, что комменты пишут, когда проблему нашли. То есть сначала мы пишем код, не комментируя его. Нам кажется, что все окей. Потом нам говорят, что-то непонятно, или мы сами перестаем понимать, что он делает. И тогда мы добавляем комментарий. Но это, наверное, еще один сигнал о том, что комментарии это штука все-таки... Это скорее симптом болезни, чем ее лечение. Это наличие комментариев, это симптоматика. И
интенсивность комментариев, comment density, она, наверное, могла бы быть неплохим индикатором качества кода, если ее правильно интерпретировать. Потому что если мы будем эту метрику comments density интерпретировать, как предложено было чуть раньше, как инвестицию в maintainability, то мы замотивируем программистов делать много комментариев. И мы уже сейчас понимаем, к чему это приведет. Это приведет к большому количеству дезодоранта в нашем коде, а код сам будет далек от идеала. А если мы будем требовать от программистов низкого числа комментариев, то мы тоже, возможно, придем к ситуации не совсем комфортной, потому что программисты перестанут комментировать и классы, и методы. Тоже плохо. То есть, видимо, все-таки комментарии, они разные. И нельзя к ним подходить, наверное, через одну всепоглощающую метрику. Просто density, просто плотность комментариев. Сейчас мы вернемся к этой мысли о том, что комментарии бывают разные. Комментарий комментарию рознь. Но еще одна цитата от еще одного нашего любимого автора, его прекрасной книги Clean Code, которую вы тоже обязаны прочитать. Здесь он употребляет более резкий термин, чем предыдущий автор. Он говорит, что комментарий — это неизбежное зло. Это не просто may be harmful, а это зло. Причем at best. То есть это еще мягко сказано. Он говорит, что если бы наши языки программирования были бы хорошие и удобные и выразительные, то у нас не нужны были бы комментарии совсем. Это примерно то, что я вам говорил в самом начале, когда говорил про Perl и Java. Если бы Perl не был Perl, то комментарии там не нужны были бы. Но язык крайне хаотичен, крайне запутан, зачастую бестолково запутан, на мой взгляд. Я не Perl-программист, так буквально несколько месяцев на нем написал, но это просто классический пример. Perl — это классический пример запутанности и так сказать, слабости языка программирования. Хотя есть люди, которые очень любят Perl и считают, что это элегантный язык, очень красивый. Может быть. Но для масс, для среднего программиста, меня, который отравлен Java и C++, и Ruby, и JavaScript, для меня, конечно, Perl, он что-то невыносимое. Но если бы таких языков не было, и не было бы и комментариев, если бы наши языки были прекрасные, и удобные, и продуманные, то... А еще если бы программисты были очень умные, которые бы стремились бы к дисциплинированности, стремились бы к тщательному изучению проблемы перед тем, как ее реализации, перед тем, как ее воплощение, они бы думали 10 раз перед тем, как дать название классу, дать название методу, чтобы они использовали правильные практики для дизайна, для композиции классов между собой, то, наверное, комментарии были бы не нужны. Но раз они нужны, то у нас проблема. Это Роберт Мартин. Так, тут у нас появляется, по-моему, вроде бы впервые термин comment density. Могу ошибаться, может быть, он до этого использовался, но это то, что мне показалось первым использованием его. Значит, что они в этой статье сделали? Они сказали, что это процент комментариев divided by total lines of code. Мы уже слышали об этой метрике некоторое время назад в предыдущих исследованиях. Они здесь говорят, что этот самый density могут быть хорошим предиктором, предсказателем maintainability и поэтому выживаемости софтверного проекта. Как именно интерпретировать его? Ну, видимо, здесь речь идет о том, что чем он выше, тем maintainability выше. Хотя я с этим не согласен. Я считаю, что одной такой метрикой неправильно подходить к проблеме. Я вам объяснил почему. Они взяли 5000 активных open source проектов, причем которые представляют, по их мнению, 30% всех активных open source проектов. Достаточно смелое заявление, вроде бы, получается, 15 тысяч open source проектов вообще в мире существуют, которые активные. Ну, наверняка в статье вы можете ее изучить, наверняка там есть описание того, что такое активный проект и почему в эту категорию кто-то попал, а кто-то не попал. Но тем не менее мысль высказана о том, что это может быть предиктором maintainability. И с этим мы согласны.
я согласен, что действительно комментарии могут быть предиктором, они могут нам сказать о том, что будет с проектом завтра. Но вот как они это скажут, это вопрос. На мой взгляд, нельзя им давать возможность просто нам одну цифру давать. Они должны быть более тонкие. И это из их же статьи картинка, где они сравнивают интенсивность комментариев. Это в процентах, обратите внимание. То есть 50% это значит, что половина кода это комментарии. 100% конечно недостижимо, но вот представляете, бывает 80% какие-то проекты, в которых 80-90% кода это комментарии. Я думаю, что это все-таки в том числе с лицензиями, которые в начале файла присутствуют. Потому что процент очень высокий. Ну, есть и, конечно, проекты, в которых 2% комментариев и так далее. И распределение, вы видите, какое-то более-менее нормальное. То есть, а здесь по горизонтали, по горизонтали это размер проекта, причем такая логарифмическая линейка. Это, видимо, в строчках кода. Это comment line плюс total line. И получается у нас здесь это 10, это 100 строк кода в проекте, это 1000, это 10 тысяч, это 100 тысяч, это миллион, это 10 миллионов, где они нашли такие проекты, это 100 миллионов. То есть как-то все вот так нам изобразили. Мы можем сказать, что, наверное, где-то наверное, процентов 30, это, может быть, 25. Это что-то такое среднее по больнице. Сколько у нас процентов в коде. Говорить о том, что проекты, у которых эта цифра выше, они выше качеством, как-то условно можно. Я думаю, что если так смотреть на это через призму одной метрики, то мы сами себя запутываем. Вот здесь у нас средняя, я вам рассказываю. Медиан 16, мин 18. Ну вот 18% какой-то такой средний показатель по больнице, сколько у нас комментариев. Я думаю, что это какая-то мизлидинг метрика, и нельзя это воспринимать именно так. Еще раз скажу, потому что есть комментарии, которые помогают, есть комментарии, которые мешают. И надо их разложить на две совершенно разные категории. А есть комментарии, которые просто лицензии, которые находятся в начале файла, и они не помогают, не мешают. Они просто либо есть, либо их нет. Это просто лишь говорит о том, какую практику используют в данном проекте. Либо добавлять лицензии, либо нет. Но эти исследователи не так уж давно, всего лишь 15 лет назад, они взяли такую усредненную метрику. Пока пусть так, на 2009 год. Да, и теперь вот интересная работа. Они определили некую таксономию комментариев. То есть все-таки начали смотреть на то, а какие же комментарии, какого они типа. И здесь стало интересно. Наконец-то мы пришли к какому-то разделению, 2011 год, но они все равно еще не делят так, как я вам предлагаю, они делят по-другому. Они решили разделить комментарии на 3 или даже 4 категории. Есть категория комментариев, которые... То есть они посмотрели на текст в комментариях. Они посмотрели, что же там написано в комментариях, не делая разницу между комментарием внутри метода, над классом, просто читая текст английский, что же там написано. И эти комментарии классифицировали и разделили на 1, 2, 3, вот на графике 4 категории. Первая категория это explanation, то есть это комментарии, в которых программист объясняет, что же там происходит в этом коде. Второй комментарий это pre-post conditions, то есть в комментарии сказано, сюда не передавайте целые числа, потому что и так далее. Или сюда ни в коем случае не передавайте null pointer, потому что это приведет к exception. Или на выходе он говорит, этот метод всегда возвращает не 0. Вот язык не позволяет это объяснить, язык программирования, а программист пишет, отсюда никогда 0 не вернется. В идеале было бы, конечно, чтобы в самом языке можно было это как-то более строго, как, допустим, в языке Eiffel. Можно иметь post-condition и pre-condition. Это средствами языка делать. Но в Java, например, это невозможно, в Python невозможно, если не использовать вспомогательные библиотеки. И поэтому программисты пишут руками
эти посткондишены. Есть комментарии типа work. Это имеется в виду, программисты общаются между собой. Типа, не трогайте этот метод, я его исправлю через месяц, когда получу доступ к такой-то библиотеке. Это work комментарий, это сообщение от программиста к программисту. Они их назвали work, вот посмотрите в статье, они говорят, вернее в цитате они пишут, communication between programmers and personal notes. We call them working comments. То есть это комментарии между программистами друг с другом или друг другу, или сам себе человек оставляет комментарий. Пишет, я пока не понимаю, как это работает, но я это исправлю позже. Это все work комментарии. Ну и какие-то другие. Вот так это распределилось. Интересная таксономия, интересная классификация. Вы видите, что подавляющее число комментариев мы пишем, чтобы объяснить, что же там такое, как это работает. Ну и, конечно же, это плохие комментарии. Конечно же, это damaging комментарии. Если нам приходится объяснять, как это работает, то это значит, что код плохой. Эти комментарии, наверное, не такие уж плохие, потому что язык не предоставляет таких возможностей, поэтому мы вместо языка используем комментарии, вместо конструкции языка программирования. Эти, наверное, тоже не очень good, я бы вместо них... Хотя нет, это, наверное, окей, эти, наверное, допустимые, поскольку это удобно внутри кода, некую динамику развития кода документировать. Главное, что вот эти 90% это bad, definitely bad, и их видите как много. Ну и вот немножко из их же статьи по частоте комментариев они сделали исследование и показали, к каким конструкциям чаще всего прикрепляются комментарии. Вот видите, always даже бывает. То есть есть конструкции, к которым всегда прикрепляют комментарии. Это вот к методу, видите, например, или к классу. Черная зона. Often, rarely и never. Ну, это они по проектам, sorry. То есть они смотрят на проект и видят, что в каком количестве проектов всегда комментируется класс. Ну вот в таком количестве. В каком количестве проектов всегда комментируется метод. Вот в таком количестве проектов. Ну, вы видите, что в малом количестве проектов методы никогда не документируются. То есть все-таки люди часто документируют методы. И, например, return statement многие проекты никогда не документируют. Ну, это такой for fun. Я не понимаю, какой из этого практический смысл из этого расчета. Но вам, наверное, могло бы быть интересно увидеть, как люди анализируют информацию. Вы понимаете, как сделан этот ресерч? Они взяли какое-то количество проектов, отсканировали исходный код, посмотрели, где находятся комментарии, посчитали, получили большую таблицу, потом всю ее сложили в график, нарисовали, опубликовали статью. Вот вам ресерч. И многие годы на эту статью многие ссылаются и как-то на эти знания опираются. Вот я, например, вам лекцию читаю и эту статью использую. Вы тоже можете что-то такое писать в рамках своей учебы или в рамках своей работы, делать такие исследования эмпирические, когда вы наблюдаете за тем, что происходит в GitHub, какой код перед вами, и складываете это в multidimensional такие аналитические диаграммки, потому что здесь действительно несколько измерений. Видите, по горизонтали у нас идет тип структуры, здесь процентность, а внутри третье измерение это частота внутри проекта. Идем дальше. Исходный код более trusted than documentation. Делается сравнение между исходным кодом и документацией. Есть еще такая вещь, как документация к коду. Это то место, где мы рассказываем о том, что код делает, но не находясь рядом с кодом. Это типа UML-диаграммы, это типа документы об архитектуре, где мы рассказываем, какие решения были приняты и почему. Это отдельная сфера, которую критикуют все чаще и чаще. И здесь в этой статье, мне кажется, попытка забить гвоздь в гроб этой техники. Потому что я тоже против документации. Я считаю, что документация это к коду. Документация к коду это вчерашний день, и заниматься тем, чтобы писать документы большие, в которых рассказывать, да даже маленькие, в которых рассказывать о том, как устроен мой код, это неэффективно, это бесполезно, это неграмотно. Сейчас уже неграмотно. 40 лет назад это было трендом, этим занимались. 30 лет назад еще как-то более-менее. Но сейчас мы этого не делаем. Мы пишем только код, но код стараемся документировать, комментировать правильно. Не просто много комментировать, а правильно.
И вот они здесь провели опрос среди программистов, и программисты им сказали, что source code and inline комментарии, они, конечно, более интересны. Из них люди получают информацию о том, что делает код. И только лишь 4 из 21, или точнее из 25 респондентов ответили, что нет, все-таки мы читали документацию. Конечно, выборка очень малая, 21, 4, это, конечно, копейки. Это должно было быть сделано исследование на тысячах людей, тогда бы мы получили какую-то более убедительную статистику. Ну, пускай хотя бы так, статья вполне себе опубликована на очень себе reputable конференции, на главной конференции о software engineering в 2012 году. Вот, теперь мы подошли к самому интересному, на мой взгляд, самой интересной классификации. 2019 год, совсем недавно. Предложено то, о чем я вам говорил до этого. То есть, сказано, что комментарии содержат ценную информацию, но не все комментарии одинаковые. Но не потому, что в них звучит, а по их структуре. Вот, например, Java Code Comment. Они взяли Java Code Open Source. Вот лицензии, то, о чем я вам говорил. То есть есть части в комментариях, которые касаются лицензий. Есть части, которые касаются использования. То есть как использовать этот метод. Есть части, которые касаются, ну, допустим, объяснения, зачем этот метод. Или, допустим, части, которые рассказывают о том, что мы займемся этой разработкой позже. И всего, видите, какое количество классов комментариев. И вот разделение комментариев по этим классам действительно может дать нам хороший инструмент для контроля качества. То есть мы можем, допустим, сказать, за этот комментарий мы ставим лайк, а за этот комментарий, за автоgenerate. Автоgenerate это нейтральный комментарий, нам все равно, мы здесь ставим ничто, звездочку. За комментарий to do мы ставим лайк, это хорошо, что человек описывает на будущее. За использование мы ставим минус. Если вы нам расписываете, как использовать этот метод, ну хотя может быть окей, за использование ставим лайк. За purpose, за summary мы ставим, наверное, я хочу здесь найти комментарий, который рассказывает, как работает наш код. И я его здесь не нахожу. Ну, может быть, вот этот expand, наверное, имеется в виду rational. Ну, это, в общем-то, неплохо. И первое, и второе, и третье. Если мы, допустим, к блоку кода, к методу или к классу объясняем, зачем он, что он делает, какой смысл его существования. Наверное, это неплохо. Где здесь комментарий, где здесь категория, которая была бы о... Ну, вот, наверное, вот это, наверное, плохо. Какой-то форматер, что-то такое здесь. Может быть, это форматер имеется в виду, что мы подавляем style checker. Есть у style checker команды, которые мы в виде комментариев даем с целью подавления style чекинга. Ну, мы в этом случае, наверное, должны поставить минус. Commented code это, наверное, код, который закомментирован и не используется. Это мы однозначно ставим минус. Это дизлайк. Такого кода не должно быть в репозитории никогда. Мы с вами это обсуждали. Код, который, если я не ошибаюсь, код, который вы не используете, вы всегда удаляете. Вы не оставляете его закомментированным. У вас есть для этого Git или какой-то другой version tracking механизм, который ваше удаление запомнит, и вы всегда сможете к нему вернуться. Но комментировать код и такой закомментированный код отправлять в репозиторий, это категорически недопустимая практика. Это может быть не идеальная таксономия комментариев. Вы видите, я не могу здесь найти то, чего хотелось бы найти, но направление правильное. Мы должны классифицировать комментарии по категориям. Если мы сможем в каждую категорию повесить весовые коэффициенты положительные и отрицательные, то мы сможем на выходе получить некую метрику, которая будет называться Commons Quality. Вы можете сами ее разработать. Я вам ее не покажу, я ее не нашел. Видите, это 2019 год, время достаточно уже близкое к нам, и таких метрик я не увидел.
Может быть, это интересное поле для исследования. И я думаю, что это несложно сделать. Берете Java код, сканируете его, определяете, какие комментарии вы увидели, к каждому комментарию ставите его категорию, у каждой категории свой весовой коэффициент. Где-то плюс, где-то минус. В итоге посчитали общий рэнк по всем файлам, все это сложили вместе, и получается в конце проекта качество комментирования такое, а у этого качество комментирования такое. И дальше можно, допустим, требовать от программиста не понижать качество комментирования ниже, чем какой-то уровень. Вполне себе может быть такой хороший инструмент для Java-программиста, который бы можно было легко использовать в проекте. Интегрируешь его к себе как open source решение, как плагин какой-то в Maven или в Gradle, и все, и он начинает мне мои коммиты блокировать, если я снижаю качество программного кода. То есть где-то добавляю запрещенные комментарии, а где-то не добавляю необходимые комментарии. Подумайте об этом, если кого-то заинтересует, пишите мне, можете это сделать как курсовую работу, как дипломную. Я был бы первым экспериментальным внедрятелем, внедренцем вашего решения. Так, дальше идем. Значит, это здесь авторы, автор один, тоже достаточно недавно, предложили сделать анализ 150 проектов, Common Density, общие метрики, без всякой классификации, просто Density на 150 проектах разных языков программирования и пытались узнать, как связан Density с языком программирования. Тут большой сложности мы не видим, но интересно. Тем не менее, получили такие цифры. Вот посмотрите языки программирования. Мы помним, какая у нас была медиана по всем проектам. Мы смотрели до этого, там, по-моему, было 18%. В среднем у всех. Здесь по языкам немножко получили картинку не одинаковую. Оказалось, что в C++ комментируют как-то пореже, а в Python комментируют как-то побольше. Причем как-то в 2 раза побольше. То есть, видимо, Python... Но, опять же, входят сюда лицензии или не входят, я не знаю. А лицензии, они большие обычно. Они занимают 20 строк кода, 15-20 строк кода. Если их исключить, то, возможно, эти цифры были бы другие. Тоже интересный элемент для исследования. Вы можете, например, взять эту статью и написать свою статью и сказать, что, смотрите, в этой статье произведен анализ буквально несколько лет назад, показана была такая табличка, а мы сейчас возьмем те же проекты или похожие 150 проектов на тех же 5 языках программирования, но теперь при анализе количества комментариев мы будем исключать лицензии. И посмотрим, какая тогда получится статистика. Возможно, что она развернется в другую сторону. Возможно, что окажется, что в C-языке комментируют больше, а в языке Python комментируют меньше. И я думаю, что так оно и получится. Потому что язык C более запутанный, более сложный, и там нужны комментарии внутри кода. Но язык такой для... мне так кажется, что в C эти лайсенсы вверху используют пореже. А в Python это такой язык более хипстерский, что ли, более такой модный, и эти лайсенсы вверху могут использовать чаще. Это моя догадка. Возможно, она сработает, возможно, нет. Тоже интересный элемент, интересная гипотеза для исследования. Ну и по количеству контрибьюторов. Смотрите, если мы будем двигаться по количеству контрибьюторов, то мы увидим, что Common Density как-то, по-моему, не меняется. То есть примерно держимся мы в каком-то интервале, хотя я не понял, как может Common Density быть больше, чем 100%. Это для меня немножко загадка. Мы же понимаем, что Common Density — это деление количества комментариев на общее число строк кода. Как мы могли выйти за 100%? Это какая-то здесь мистика. Либо они используют эту метрику по-другому. Возможно, они делят количество комментариев на количество строк кода без комментариев. И тогда это совершенно другая метрика. Еще у нас есть статья, где показано, что комментарии, написанные людьми, они лучше, чем комментарии, написанные компьютером. Сейчас тема активно развивается в сторону комментариев, которые будут писать роботы. Вы это прекрасно знаете, ChatGPT, все современные решения на базе больших языковых моделей. Это, безусловно, открывает нам двери в автоматическое написание комментариев. Мы можем больше их не писать, мы просто отдаем наш исходный код машине, и она достаточно качественно, очень неплохо может откомментировать каждый метод, каждый класс и так далее. Это, безусловно, произойдет, но вот в 2020 году, когда еще не было ChatGPT, нужно понимать, ChatGPT появился через 2 года после публикации этой статьи, было сказано, что эти summaries, которые суммаризируют или описывают
и классы, и методы, они все-таки не такие качественные, как человеческие. Не знаю, что сейчас. Я думаю, что сейчас ситуация другая. Я думаю, что если сейчас провести такое исследование, опять вам подсказка на тему исследований. Если сейчас провести исследование, то, возможно, результат будет обратный. И можно будет в своем исследовании сказать, смотрите, 3 года назад или 4 года назад вот такие результаты были, а сейчас мы взяли чат GPT, взяли 50 Java файлов, откомментировали руками, а потом откомментировали машиной, дали это программистам, программисты посмотрели, не зная где какой, и сказали, эти лучше. Оказалось, что лучше чат GPT. Возможно, что это... Я почти уверен, что будет такой результат. Так, ну и вообще статья, я вам ее привожу, она совсем свежая, о Comment Generation. Это популярная идея, которая будет, безусловно, развиваться. И здесь, в этой статье, рассказывается о том, что думают программисты об этом. И программисты в общей массе считают, что они нужны, что автоматически генерированные комментарии – это наше будущее. Это не мое мнение, а мнение некого среднего программиста, которого опросили в этом исследовании. Это еще до появления ChatGPT, я так предполагаю, потому что обычно статью пишут до, а ChatGPT появился в конце 2022 года, то есть это все было написано еще когда люди не знали о том, какую мощь могут демонстрировать большие языковые модели. То есть генерация комментариев нас ждет, их будет много. Я надеюсь, что их будет много в области комментариев классов и методов, а не комментариев внутри методов и внутри блоков кода. Так, ну и последний мой слайд, точнее предпоследний, потом я вам некую статистику покажу. Я подобрал небольшой анализ, самостоятельно сделал. Посмотрим, что я накопал, какие цифры. Значит, такую интересную статью нашел, совсем она свежая, на Stack Overflow. 9 правил хорошего комментария. Ну и такой смешной мем, где один из таких типичных комментариев, в котором действительно автор говорит, что я не понимаю, что делает этот код, но, пожалуйста, don't touch it. Это действительно типичный комментарий, и, конечно же, мы сейчас понимаем, что такие комментарии писать не нужно. Это действительно дезодорант, которым мы пытаемся как-то спасти плохо пахнущий код. Первое. Комментарии не должны дублировать код. Мы про это говорили. Безусловно, мы не должны повторять то, что уже в коде написано. Но если мы повторяем, значит код плохой. Хорошие комментарии вас не извиняют, если у вас не чистый код. Мы это обсудили. Если вы не можете написать хороший комментарий, то значит, что у вас проблема с кодом. Видимо, это правда. Комментарии должны уменьшать confusion, а не создавать его. Ну, если вы вообще не будете писать комментарии, то, скорее всего, вы именно это и получите. Вы не будете создавать confusion. Unidiomatic. Это интересный комментарий. Объясняйте то, что не идиоматично. То есть, если вы пишете какие-то стандартные вещи в вашем коде, которые понятны среднему программисту, не нужно их комментировать. Комментируйте то, что не традиционно, не стандартно. Ну, допустим, у вас есть класс, называется list. И в этом классе list есть метод size. Ну, не нужно его документировать подробно. Мы и так понимаем, что такое size у класса list. А вот если у вас у класса list есть метод, не знаю, unwind, то что такое unwind у листа? Это требует обсуждения. Это нужно уточнить, что же вы имеете в виду. Потому что в каждом языке программирования, в каждой библиотеке это какой-то свой механизм. Дальше, это хороший комментарий. Давайте линки на оригинальные исходники, если вы копируете код. Очень часто это люди не делают. Если вы нашли какой-то код на Stack Overflow, и вы этот код берете и копируете себе в проект, это нормально. Я так делаю очень часто. Но вы когда копируете и даже немножко потом модифицируете, оставьте ссылку внутри вашего кода в виде комментария и скажите, я это нашел на такой-то странице на Stack Overflow. И тогда вы всегда сможете в будущем вернуться туда, к источнику, и понять, почему вы его оттуда взяли и так далее. То есть старайтесь оставлять ссылки на источники. Это должно быть вашей best practice. Включайте ссылки на внешние референсы. То есть если вы копируете код или если вы на какую-то статью ссылаетесь, допустим, вы имплементируете алгоритм каким-то методом, каким-то способом. Вы делаете ссылку на тот источник, откуда вы взяли этот метод, почему вы решили имплементировать именно так.
Добавляйте комментарии, когда вы фиксируете баги. Ну, здесь я не соглашусь, я не очень понимаю, зачем нужен комментарий, если баг уже пофиксен. Если мы уже его исправили, то я бы сказал не add comments, а remove comments. То есть, если у вас там был комментарий, и вы исправили баг, то удаляйте комментарий. Раз баг исправлен, то есть оставляйте чистый код. Этот suggestion, я не согласен с ним. Дальше, последний, 9, это используйте комментарии to mark incomplete implementation. Здесь я полностью согласен. И более того, я вам рекомендую посмотреть на Puzzle Driven Development, который мы с вами обсуждали на несколько лекций назад, когда мы о техническом долге говорили. Я вам там рассказывал о Puzzle Driven Development, технологии, которая помогает эти incomplete implementations систематизировать после того, как вы ее отметили. И последний наш завершающая часть нашей лекции, я вам покажу статистику, которую я собрал самостоятельно из нескольких open source репозиториев. Здесь есть разные языки программирования, как вы видите, репозитории более-менее популярные, они более-менее крупные, посмотрите, сколько файлов, 32 тысячи файлов в Node.js, 11 тысяч файлов в PyTorch и до 2000 файлов в библиотеке Curl для Linux, для Unix. Смотрите количество комментариев, строк с комментариями. Я не делю здесь на лицензии, на нелицензии, просто comment density. Мы согласились, что это неправильная метрика, но у меня нет инструмента, который бы мог разделять эти комментарии на категории. Надеюсь, вы такой инструмент создадите. И общее количество строк кода. Вот посмотрите, какие проценты я получил. Только в одном случае я получил высокий процент, 45%. В остальном это все примерно возле той цифры 18%, о которой нам говорили исследователи выше. То есть они где-то примерно правы, где-то так мы комментируем. То есть на 100 строк кода у нас 18 строк будут комментарии. Хорошо это или плохо, не берусь судить, потому что это не классифицированные, это все неоднородные комментарии, сложенные в одну метрику. И это неправильно. Однако я сделал анализ своих open source проектов, и у меня получились другие цифры. Я взял свои проекты, которые я вам показывал в прошлый раз, те же проекты, когда мы обсуждали defect density, у меня получились цифры выше. То есть моя средняя цифра, она не 18%, она, наверное, где-то около 40%. Означает ли это, что я пишу код более... Я пишу, мы пишем. Здесь некоторые проекты, в которых мой contribution даже не 50%. Но это проекты, которые так или иначе я начинал. Я, по крайней мере, был одним из первых авторов в этих проектах. Означает ли мы, что мы пишем более качественный код? Я думаю, что сказать «да» будет самонадеянно и не объективно. Хочется сказать «да». Хочется сказать, смотрите, какой я молодец, мы молодцы. Смотрите, у всех тут 18, а у нас у всех тут 40. Причем иногда и даже 76, видите? Иногда на 48, вы видите сами цифры, иногда 80. Но без вот этой метрики, которая бы раскладывала эти комментарии на категории и на составляющие, без этой таксономии, без этого инструмента, я таких утверждений делать не могу. Если же у меня бы был такой инструмент, то я думаю, что можно было бы утверждать, что смотрите, какие мы молодцы, у нас все закомментировано лучше. Я знаю, что во всех этих проектах есть лицензионные блоки в начале каждого файла. И я уверен, что они составляют какой-то значительный процент в этих условных 40. Какой, сказать не могу. Но я точно знаю, что в Java проектах наших мы запрещаем комментарии внутри блоков кода. Это точно. В Ruby мы это не запрещаем, потому что нет инструмента для этого. Это вообще CSS проект, здесь никто ничего не запрещает, здесь я не знаю. Это так вам привел просто for fun, потому что он очень короткий, и в нем эта цифра, она вообще ни о чем не говорит. Но эти проекты, которые более-менее крупные, в них цифры вполне себе репрезентативны. Вот на этом, наверное, все про комментарии. Теперь вы знаете всю картину по индустрии, что происходит. Вы видите, что мы пока в середине пути, я считаю, мы по-прежнему наблюдаем за комментариями слишком огрубленно. Мы слишком их воспринимаем как нечто слишком примитивно. Просто комментарии, просто строки с комментариями. Это не так. Нужно смотреть тоньше и за какие-то комментарии наказывать, за какие-то поощрять программиста. Подумайте о том, можно ли что-то такое предложить индустрии, и можем сделать совместно. Если есть интерес, пишите, какой-нибудь такой инструмент можем построить.